Звуки підніміться пароход, пістота розгублення, ожидання нетерпения. Построили веселиться наш народ, и быстрее, чем чего, и полегчится, чем заборы. В 1840 году, когда поэт Нестор Кукольник написал слова попутной песни на музыку Глинки, паровоз в России еще называли пароход, по аналогии с движением по реке, но тянул этот пароход уже поезд, слово, которое мы используем и по сей день. Здравствуйте! В эфире канала Постметро рубрика «Образ слова». Слово «поезд» старше железной дороги. Если заглянуть в словарь Даля, увидим, что поезд обозначал несколько совместных повозок, едущих по одному пути, а также торжественную процессию, например, свадебную. По смыслу это была калька с английского train, которая стала употребляться в железнодорожном значении с 1820 года, на 20 лет раньше, чем поезд в русском языке. В русском поезд, конечно же, происходит от слова «ездить» или «ехать», в которых спрятан древний индоевропейский корень «ед», означающий выдвижение куда-либо пешком или верхом, или стремление достичь чего-то. Формы этого слова, образованного в общеславянском от непроизносимого «эхо», «езда», родственны литовскому «йоти» – ехать, латышскому «яд» – ехать на лошади и древнеиндийскому «яти». А английский поезд «train» получил смысл «процессия» примерно с 15 века. Происходит он от старофранцузского слова «train» в значении чего-то тянущегося, оставляющего след, что в свою очередь образовано от «traîner» – «тянуть», «тащить». В итальянском похожее слово «treno». Как и у большинства романских слов, корни у нашего поезда в латыни. Там тянули с помощью слова «tragere». Ну а от латинского недалеко и до праиндоевропейского. Корень «trag» – «тянуть», «тащить» привел, например, к славянскому «trag» – это след или путь. При этом в немецком языке самое близкое слово «tragen» означает не тянуть, а нести. Там, где траг, там и драг. А в проиндоевропейском это тоже значит тянуть, тащить по земле. И здесь уже недалеко до русского слова «дорога». Сложно себе представить, но дорога одного корня «сдергать», «драть». В древности дороги вели по дорам, лесным просекам, расчисткам. То есть дорога – это продранное в лесу пространство. Общеславянское это слово оказывается неожиданно родственным таким словам, как «дерн» или «дерево». Кстати, будьте здоровы и обязательно откройте видео по подсказке, если вы его еще не смотрели. Дорога железная по-немецки Eisenbahn или просто Bahn. А компания «Немецкие железные дороги» так и называется Deutsche Bahn. А Bahn — это действительно то же самое, что русская дорога, потому что, опять-таки, это слово буквально пробило себе дорогу через чащу леса. Лингвисты считают, что, скорее всего, слово «bahn» связано с индоевропейским корнем «ben» — «ранить», «бить». Да, и русское слово «бить» пошло от того же корня. Но теперь немецкая железная дорога, если и бьет, то по карману. Она одна из самых дорогих в Европе. Ну а поезд по-немецки «цуг». Слово это происходит от глагола «ziehen» – «тянуть», то есть по смыслу опять же то же самое, что и «train». И тут кажется, что глаголы «ziehen» и «тянуть» очень похожи и по идее должны иметь общее происхождение. Тем более, что в средние века в германских языках вместо «ц» было «т». «Тен», «тин». Но не тут-то было. Опытные языковеды объяснят вам, что предок «цин» – индоевропейский корень «деук», и означает он «вести за собой», что наш поезд «цуг» и делает. Если у него моторные вагоны, конечно. А вот «тянуть» произошло от корня «тен» и означает «тянуться», «растягиваться». Связано это слово и с тяжестью. Но по смыслу оба индоевропейских корня очень похожи. Так что для лучшего запоминания смело переводите «цуг» как «тягач». И не парьтесь. Тем более, что современные тягачи уже давно пар не выпускают. Пользуйтесь поездами российских, немецких и английских железных дорог, особенно когда мы с вами, надеюсь,
продеремся или пробьемся через пандемию. Спасибо и до встречи в эфире.